Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Узнай будущее. Что будет меняться? Прогноз Таро на 10 дней, на декаду. Каково ваше будущее? Давайте узнаем на период с 21 по 30 ноября. Период последней декады ноября связан с тем, что мы становимся большими реалистами. Где-то планетарные транзиты вынуждают нас, или, может быть, как открывается новая реальность посредством сообщений, какой-то информации. Плутон меняет статусы, карьеру или личную жизнь. Мы будем более точно знать в последние дни ноября, куда же мы движемся или что вообще представляют наши возможности, как и приоритеты с одной стороны, так и то, что не может быть продолжено, или на что мы не можем уже надеяться. Вместе с тем мы можем очень остро чувствовать некоторые рамки, в которых, нам кажется, мы находимся. И это будет больше эмоциональный фон, потому что отчасти эмоционально это сложный период, и тем не менее, для кого-то это может быть как прозрение, к примеру, или когда мы понимаем, что придется разобраться с некоторыми вопросами, в которых мы застряли, возможно, в нерешительности что-то начать. Пусть эти действия где-то мы еще будем отшлифовывать, себя на что-то организовывать, но то, что мы будем реалистами и в связи с этим будем какие-то вносить коррективы, это абсолютно точно. Давайте узнаем, мои дорогие тельцы. У нас сегодня две колоды. Итак, вот этот недолгий период конца ноября. И, скорее всего, это будет то, что продолжится где-то в декабре. Или будет на нас оказывать влияние. И мы посмотрим, достанем 4 карты на колоде Ленорман. С чем будут связаны события, изменения. Может быть, и перемены какие-то. Или что для вас будет основополагающим в этот период. Чем вам придется заниматься. Достанем 4 карты. Как видит колода Ленорман, оракул Ленорман, этот период для вас. И на колоде Таро, Таро Легенд. Таро неожиданность. Достанем такую карту. Что для вас может быть неожиданностью? И спросим у карт, в чем ваша сила, в чем ваш приоритет, каковы ваши возможности, в чем ваш может быть успех. И каковы события ближайшего будущего, мы посмотрим по 3 разным сферам жизни. Дело, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы, мои дорогие, или ваш бизнес. Финансы, деньги, личная жизнь. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце нашего расклада. Итак, события ближайшего будущего. Вообще все вокруг благополучия. Очень добрая карта Кливер, когда у нас может какая-то новая, даже совершенно концепция получиться очень хорошо. Тут будет больше важно себе не навредить, мои дорогие. Все же карта предполагает к тому, что дипломатия – это основной наш стимул. Может быть, и не разрушить что-то. Мы говорили о том, что эмоциональный период может быть достаточно сложным, и вам придется отстраивать новую концепцию того, что в себя как будто перестроить, если мы говорим про рамки. Были одни какие-то для нас условия, или мы думали, что что-то будет продолжено в определенном темпе или в определенном видении нашего процесса какого-то. Пусть это будет касаться личной жизни для кого-то или для кого-то вопросы денег, то здесь все равно какая-то новизна присутствует. И значит, с одной стороны, быть большим реалистом хотя бы потому, чтобы какую-то для себя возможность не пропустить. Но она может строиться совершенно словно я участвую в чьей-то другой игре, чужой игре. По карте Клевер доброе что-то, как я уже сказала, приходит на ваш порог, но я не могу сказать, что это некоторый релакс. Все же нет. Здесь именно задача – это благополучие сохранить. Давайте посмотрим, что еще. У кого-то это будет связано с оформлением документов, для кого-то из вас деньги
В колоде оракула нет как таковой карты денег, но есть письмо. И по опыту знаю, иногда проигрывается именно какая-то концепция нового заработка или как прелюдия получения денег, или откуда теперь к вам приходят деньги. Могут быть как соглашения или пересмотр соглашений, подписание контрактов или пересмотр, опять же, контрактов. Может быть и брачные контракты, или это может касаться вашего жилища. Но что-то мы оформляем документально. И, видимо, себя в каких-то новых рамках, в новых условиях адаптировать к тому, что складывается в ноябре, вам придется, мои дорогие тельцы. Возможно, вы имели какую-то совершенно иную точку зрения, или вы хотели что-то осуществить и предполагали, что это будет идти каким-то одним путем. А здесь все же это могут быть перемены. Давайте узнаем, что еще, чего это может касаться вот по части перемен. Тут, правда, у вас что-то меняется, книга, когда мы или буквально садимся что-то изучать, или хотим продвинуть наш проект, или какая-то новая, ну, тема в вашей жизни, которая вами недостаточно изучена. Может быть, это у кого-то прохождение курсов, вот так проиграется конкретно, или адаптация к новым условиям жизни. И тоже мы изучаем. Кто-то изучает языки, кто-то, если мы перенесем на события нашей реальной жизни, кто-то решит сдавать на права, например, да, получить права. И значит, вам придется тоже изучать правила дорожного движения и как эта вообще система работает. Для кого-то из вас это какие-то новые направления в вашей деятельности тоже может быть. Или контакты с разными людьми, с которыми нужно найти взаимопонимание и, опять же, отстроить вот это благополучие по карте Клевер, но в новых условиях. Найти ко всем ключи, я бы сказала. Карта Ключ как раз подтверждает все то, что я сказала в самом начале. Адаптировать себя к новой реальности вам придется, мои дорогие тельцы. И, может быть, некоторые вопросы вам придется решать как в высоких инстанциях, может быть, себя где-то организовать на то, что вы прежде даже не предполагали. Для кого-то из вас это будет как начало или старт. Если прежде была какая-то нерешительность, а теперь вы точно знаете, что не может быть продолжено, и вы будете отстраивать свои новые приоритеты какие-то и совершенно по-другому действовать. Все же ключ предполагает, что мы ищем как раз новые возможности. И планетарно они могут открываться перед вами. Планета Уран в вашем знаке, она еще продолжит ретро-движение до конца января. Примите во внимание, что такие фундаментальные какие-то перемены, скорее или отшлифовка каких-то граней, граней сотрудничества или взаимодействия в личной жизни, тоже перемены продолжатся. Вам придется себя менять еще в последующем, 2025 году. Но это скорее будет период февраль-март. Я немного забегаю вперед. Почему я это делаю? А потому что как раз в ноябре какая-то база может закладываться. Или перемены сами по себе, которые приходят на ваш порог. Или они связаны с поведением конкретного человека. Или получением информации. Вы понимаете, что ну вот теперь вот именно так вот будет. Есть какие-то моменты иллюзорности или вопросы прошлого, которые вы, может быть, прежде еще несколько месяцев тому назад предполагали, что будут развиваться, ну, вот одним путем. Здесь что-то идет совершенно по-другому. И здесь может, как и документы, слиться в один клубок. Или вопросы, связанные с какими-то важными согласованиями, адаптация самого себя или изучение чего-то нового. И поиск вот этих вот ключей, поиск взаимодействия или себя в новой реальности. Какова же неожиданность, мои дорогие? Туз жезлов вам выпадает. Это важное решение, которое вам придется делать. И это не есть что-нибудь эфемерное. Нет, это какая-то конкретная задача, когда вам придется либо на что-то согласиться, либо от чего-то отказаться. Это может быть известие, информация, которая вас где-то и подталкивает себя переосмыслить, может быть, новые реальности. И это не будет сделать просто. Но, наверное, ваш знак зодиака и ваша сила как раз в том, что вы великие дипломаты, в принципе, мои дорогие тельцы. Почему?
потому что вы руководствуетесь в первую очередь вашим благополучием. И новая концепция благополучия, наверное, это как основное желание на конец ноября. И в связи с этим будут приняты ваши важные решения, либо да, либо нет, как я уже сказала, или в связи с полученной информацией, или с какими-то новостями, или просто обстоятельствами вашей жизни. В чем же ваша сила, мои дорогие тельцы? Что вам помогает? Справедливость. С одной стороны, вы можете думать, что как-то судьба несправедлива. Правда. Сложные эмоции, они могут быть в этот период. Или что, совершенно по-другому я себе представляла или представляла какую-то тему. Или, может быть, вам совершенно необходимо некоторые вопросы для кого-то из вас закрыть в суде. Но мы ведь спрашивали, в чем ваша сила, что вам помогает. Значит, те дела, которые тянутся из прошлого, скорее всего, вами будет принято, опять же, основное решение. Что я буду продолжать или какова дистанция, в которой я могу участвовать, или вообще хочу ли я чем-то заниматься. Вы действительно можете от чего-то отказаться и поставить в чем-то точку. Вы можете и на что-то согласиться. Но так или иначе, это каким-то образом будет отображено в документах, опять же, письмо. Может быть, отчасти это какие-то предложения от людей даже издалека. Я такое могу предположить для кого-то из вас, поскольку карта-ключ предполагает, что мы ищем взаимодействие с самыми разными людьми. Для кого-то из вас это новая концепция вашего дома, места пребывания. Планетарно вопросы именно жилища для вас тоже могут быть важными на этот период. И для кого-то согласование по жилищу именно в высоких инстанциях. Или это касается буквально, может быть, и через суд. У кого-то раздел имущества. Но значит с большими плюсами, с большим каким-то так или иначе прогрессом для вас это может быть осуществимо. По крайней мере, больше точек над «и» вы сумеете расставить для самого себя. Или вот эта реальность, она для вас открывает возможность продолжить что-то, но именно в концепции того, что будет прогрессом для вас на последующий период. Не застрять в каких-то иллюзиях. Быть реалистом все же аркан юстиции нам тоже говорит. Быть честным самим собой, даже если мы с чем-то не согласны. Или, мои дорогие, буквально перевести отношения или вопросы вашего труда, вашей занятости в какую-то более реальную плоскость. Опять же, по бумагам. Может быть, это вопросы, связанные с банками, с финансами, но тогда тоже больше оформлений каких-то, конкретизация каких-то дел ваших намерений и целей, которые будет связано, опять же, с документами или законом. Больше определенности. Давайте узнаем дела, работа, бизнес. Туз Пентаклей. Тут, правда, как высшие силы вам помогают. Для кого-то это будет проигрываться отчасти с личной жизнью. Вот именно в этой колоде карт Таро Легенд нам как будто ангел приоткрывает сундук, да, или какой-то ларец. И наша девушка, принцесса, рассматривает образ принца или того человека, с которым есть какое-то взаимодействие. Или оно было. Возвращение людей из прошлого я тоже не отменяю. Может быть, новая концепция взаимоотношений. Опять же, вот есть какой-то элемент новизны и отказа от каких-то прежних взглядов, может быть. Вы можете чувствовать как раз то, что я поставлен как новые условия. Но эти условия – это будет возможность. По тузу Пентаклей, словно высшие силы, вас могут переориентировать на новый творческий проект или пересмотреть вопросы личной жизни. И тогда пусть у нас выпадает это в позиции дела, работы, бизнес. С личной жизнью оформление документов как раз у вас и будет связано. Или вопросы, как я уже сказала, вашего дома, вашего жилища. И здесь не упустить какую-то возможность, которая, мои дорогие, может к вам приходить совершенно в новых реалиях. И это, потребует от вас некоторых внутренних сил, эмоциональных сил, не совсем
настаивать на том, что вы считали абсолютно правильным и верным, может быть, несколько месяцев тому назад. От чего-то не отказаться, потому что если мы в этот период настаиваем на чем-то своем, может, даже планетарно, нам где-то говорят о том, что Уран, он ведь находится в вашем знаке зодиака, мои дорогие. И это период ретроградности, он продолжится до конца января. И значит, еще какая-то отшлифовка, как я говорила, она будет, скорее всего, февраль-март. Но не упустить что-то новое. Я вижу для вас, это будет главная тема конца ноября. Может быть, и согласиться на что-то вам сложно, мои дорогие, но возможности у вас новые определенно будут при поддержке высших сил. Ангел сам, ларец этот открывает, мои дорогие. И если мы говорим деньги, старший аркан влюбленные, у кого-то изменения по части личной жизни действительно меняют ваше финансовое качество жизни или какую-то концепцию зарабатывания денег. У кого-то из вас вы пересмотрите вообще, каким образом я зарабатываю деньги. Безусловно, это карта выбора и какого-то очень важного выбора в вашей жизни. И финансы стоят отнюдь не на последнем месте для вас в течение, как и ноября, но, видимо, менять себя придется. Или перемена ваших взглядов в отношении вашей занятости по работе. Вот тут тоже такое может быть. Для кого-то из вас поиск новой работы или каких-то новых условий. Или для кого-то из вас это может быть «я хочу работать из любой точки мира». Все же, опять же, старший аркан. Обстоятельства на вас влияют таким образом, что они вас вынуждают принимать, опять же, какие-то важные решения. Либо это связано с тем, что сложилась какая-то новая обстановка, либо пришла какая-то новость, или это событие для вас важных людей, ключевых партнеров, может быть и в личной жизни, или по работе. Но в целом это вас может переформировать или переориентировать, как по части труда, занятости, так и откуда к вам приходят деньги. Давайте узнаем, что же в личной жизни. Опять же, не упустить какую-то возможность. Так выглядит, обратите внимание, старший аркан повешенный в этой колоде. Отнюдь не повешенный, словно человек зацепился за птицу Феникс. И птица Феникс как раз с возрождением у нас чаще всего воспринимается как образ. И поэтому не упустить все то, что я говорила до этого времени, какую-то возможность для вас будет абсолютно точно важно. Для вас это будет как выход из какого-то тупика или из какой-то сложной, может быть, даже ситуации. И правда, не настаивайте на своей какой-то прежней роли, может быть, даже в личной жизни, как вы могли видеть, может быть, и несколько месяцев тому назад, а кто-то мог видеть еще месяц тому назад. Тут новые совершенно какие-то возможности, еще один старший аркан, которые для вас открывают новые перспективы по части личной жизни тоже. И для тех, кто один или одна, выйти из зоны какого-то отчуждения или из одиночества, может быть, для себя открыть новые горизонты или возможности, как познакомиться с человеком, захотеть видеть мир, захотеть общаться. Это тоже будет проигрываться по этой карте. Помните, птица Феникс. И может быть, и есть то, все же мы все разные, что не может быть продолжено в отношениях. И тогда, если здесь у каждого, опять же, своя какая-то тема будет, если это выход из прежних отношений, или вы соглашаетесь, тут ведь мы говорили, что могут вернуться люди из прошлого, или где-то новая концепция в вашей личной жизни отстраивается. У кого-то это будет связано с вопросами переезда. Может быть, переезд к партнеру, отношения на расстоянии, или это по работе вот тоже как новая возможность, как релокация офиса. И здесь в одном клубке и деньги, и работа, и тогда и личная жизнь может складываться в один какой-то интересный узор, к которому вы, мои дорогие тельцы, можете быть отчасти не готовы. Поэтому от чего-то, в очередной раз повторяюсь, не быть безапелляционным и не сказать самому себе «нет». Давайте мы узнаем, с чем это может быть связано. Королева кубков, карта любящего человека. Проявляйте больше эмпатии.
По этой карте могут быть, правда, еще и события, которые в жизни происходят наших партнеров. Часто это супруги. И неважно, пусть у нас королева, а мы говорим как о партнере мужчина или супруг. Это может быть ваше большее проявление эмпатии, заботы, сосредоточение на том, чтобы скорее что-то соединить, нежели что-то разорвать. Или когда вам придется и соглашаться, может быть, с чем-то, мои дорогие. И королева Пентаклей подтверждает это, правда. Вопросы благополучия, тема номер раз. Отстроить свое благополучие и даже личную жизнь. Взаимодействие с тем, что приходит на ваш порог, или с тем, что есть, или с той реальностью, которая складывается. И правда, по королеве Пентаклей вопросы дома, вопросы детей, вопросы быта, вопросы комфортного жилища или какого-то ремонта, или вопросы переезда, если даже они проигрываются. Значит, могут быть такие сразу несколько пунктов, когда вам придется решать одновременно по части денег, реальности в плане возможностей, реальности по взаимоотношению и где-то эмоциональному состоянию, и одновременно, как это может быть продолжено на будущее. Тут будет какая-то не совсем простая ситуация, но у вас все карты словно в руках. Может быть, если нам сказала карта юстиция, это как ваша сильная позиция, где-то через заключение договоров или правильных документов, составления, согласно принятым вами обязательствам или в соответствии с законом, и закон тогда вас бережет, и тогда, знаете, для вас тут что-то очень доброе, хорошее может получиться. Для кого-то из вас это может быть возможность зарабатывания денег на дому, такое я тоже вижу. Еще примите к сведению 3 королевы. Вы знаете, может сложиться какая-то ситуация для кого-то из вас, которая совершенно выпадает из представлений прежних о вашей реальности в целом. Что-то, мне сложно характеризовать, мои дорогие тельцы. Какой-то поворотный момент может быть достаточно непростой в последний период ноября. И он у кого-то будет связан с работой, с детьми, с личной жизнью и с деньгами одновременно. Либо вы что-то сделаете такое, когда о вас будут говорить окружающие. О вас могут даже сплетничать, мои дорогие. 3 королевы – это всегда разговоры за нашей спиной. Или когда вы сами можете совершить что-то, чего вы от себя не ожидали. Но для вас это будет своеобразный прорыв, мои дорогие тельцы. И поэтому важно от чего-то не отказаться. Вот это точно. Давайте как карту совет. 5 жезлов. Здесь могут проходить люди, на которых не понадеешься, ни ответственности не потребуешь. И несмотря на это, вы свое благополучие должны отстроить даже с теми людьми, с которыми очень сложно, может быть, найти контакт. Или когда вы понимаете, что я должен или должна использовать какую-то возможность, даже в тех условиях, которые нельзя назвать конкретными, или нельзя назвать надежными, или человека, который участвует в том или ином деле, вопросе, нельзя назвать искренним. Это может быть именно возможность, которая, мы можем ее характеризовать словом «зацепка». Или как вот действительно зацепиться, уцепиться, как вот этот человек буквально обхватил феникса руками и пытается словно переместиться в какую-то новую реальность. И вот для вас какая-то подобная, я не скажу, что простая ситуация может быть в ноябре. И все же вам стоит этим воспользоваться. Нужно поступать именно так, как для вас будет хорошо на последующий период. Здесь нельзя одним жить днем, мои дорогие. Здесь нужно быть более прозорливым и внимательным. Вместе с тем надеяться на самого себя. 5 жезлов нам также говорит, что ты будешь работать с информацией. И эта информация, которая будет приходить до конца ноября, она будет напоминать информационный хаос. Будут и фейки, будут и люди, которые себя ведут совершенно по-разному.
Может быть, это будет связано с человеком, который тоже, ну, где-то не держит свое постоянное мнение, меняется. И вместе с тем свою какую-то тему вам нужно отстроить даже в самых непростых условиях. Давайте еще одну карту совет. Пятерка жезлов не самая информативная карта. Выпадает вам восьмерка кубков, правда, куда-то перемещение, куда-то отъезд. Или когда мы ищем выход, и мы его находим. И я могу сказать, какой-то решающий период для вас будет конец ноября, мои дорогие тельцы, когда вы можете новое качество жизни для себя открыть. Я не могу сказать, что это будет просто, потому что у каждого как-то по-своему. Но, наверное, как я уже в самом начале говорила, принять новую реальность – это закон вашей счастливой жизни в будущем. Мы можем, конечно, от чего-то отказаться, но все же я по всем картам вижу, что вам нужно даже в каком-то, пусть контексте или в каком-то проценте доли на что-то все же согласиться, чтобы эту возможность не упустить. Буду благодарна вашим комментариям, мои дорогие тельцы, может быть, по прошествию периода. И перекладывайте на себя. Надеюсь, чем-то наш расклад был вам полезен. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.